Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы дождались. В Германии зафиксирован исторический рекорд частных накоплений. Домохозяйства превысили отметку в 10 триллионов евро. При этом внутренний спрос остается слабым, а рост экономики буксует. Немецкие автоконцерны теряют позиции сразу на двух ключевых рынках. Давление со стороны Китая и пошлины Соединенных Штатов Америки меняет остановку сил для промышленности Германии и всей Европы. И это еще не все. В Берлине фиксируют резкий рост отказов от службы в армии. Планы правительства Фридриха Мерца по расширению Бундесвера сталкиваются с сопротивлением внутри общества. И напоследок в Германии и Европейском Союзе усиливается спор о будущем экономической политики. Ларс Клинбал и Фридрих Мерц говорят о защите промышленности, а Урсула фон дер Ляйен предупреждает о рисках для торговли и правил ЕС. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня впервые в истории немецкие домохозяйства накопили более 10 триллионов евро финансовых активов. Сразу объясню, что это деньги на счетах, в акциях, фондах и других инвестициях, которые принадлежат обычным людям по всей Германии. Экономисты сегодня говорят, что такие цифры никогда раньше не фиксировались. Я думаю, вы согласитесь со мной, что сумма действительно огромная – 10 триллионов евро. При этом она выросла примерно на 6% всего за последний год. Сразу уточню, что рынок акций дал ощутимый прирост, почти 290 миллиардов евро добавили сами инвестиции в акции и фонды. Однако за этими рекордами прослеживается ситуация, на которую обращают внимание не все. Речь идет о том, что жители Германии предпочитают сохранять средства, а не увеличивать свои расходы на фоне экономических неопределенностей, роста цен и осторожных ожиданий на рынке труда. То есть страна накопила рекорд, но большая часть этих денег лежит без движения, а реальный рост экономики, как мы видим, остается очень слабым. В экономике формируется противоречивая ситуация. При значительных сбережениях населения внутренний спрос остается слабым, а эксперты отмечают, что эти средства пока слабо переходят в инвестиции и модернизацию. Это, кстати, видно и в другой статистике. Я вам в одном из предыдущих видео уже говорил, что институт ИФА значительно понизил прогноз роста экономики на 2026 год до примерно 0,8%, что ниже ожиданий правительства Фридриха Мерца и отражает замедление деловой активности в Германии. Экономисты также отмечают, что столь значительное накопление является не только показателем благосостояния, но и важным индикатором настроений в обществе. Люди держат деньги про запас, потому что не уверены в будущем, не видят уверенного роста зарплат и боятся тратить. Эта осторожность стала тормозом для всей экономики. И у меня сейчас к вам вопрос, который, кстати, также обсуждается и в Берлине, и в бизнес-кругах. Как, по вашему мнению, а может ли Германия сегодня превратить эти рекордные сбережения людей в источник роста, вместо того, чтобы просто создавать резерв на черный день, и какие для этого необходимы создать стимулы? Следующая новость одна из самых важных для Германии. Немецкие автогиганты оказались в эпицентре торгового шторма и ожесточенной конкуренции. Volkswagen, Mercedes-Benz и другие крупнейшие бренды терпят снижение продаж из-за двойного давления. То есть на китайском рынке и из-за американских пошлин. Volkswagen потерял доминирование в Китае. Я вам напомню, что раньше тут была его главная база роста. Теперь компания опустилась на 3-е место по продажам, и объемы машин там падают. Mercedes тоже, скажем так, страдает по итогам 2025 года. Продажи в Соединенных Штатах Америки, то есть в одном из ключевых рынков для компании, упали сразу на 12%. И это сильнее, чем в Европе. Промышленное повышение пошлин на импорт автомобилей в Соединенных Штатах Америки напрямую отражается на спросе и прибыли Mercedes. Это не мелкие колебания, так как на фоне американских тарифов и падения спроса в Китае немецким автопроизводителям становится труднее конкурировать с местными брендами, которые продают автомобили значительно дешевле и активно расширяют свое присутствие. Кстати, Audi, это тоже бренд группы Volkswagen, также чувствует на себе давление. Его глобальные продажи в 2025 году, напомню, упали почти на 3%. И компания прямо указала на товарные ограничения стоимости тарифа Соединенных Штатов Америки как на тяжелый груз для всей отрасли. Поэтому сегодня необходимо смотреть правде в глаза. Для Германии это реальный удар по ее индустриальному статусу, так как автомобили были всегда, вы знаете, ключевым сектором экономики, и даже сегодня экспорт которого приносит десятки миллионов евро. Сейчас же пошлины и рост конкуренции в Китае снижают объемы и давят на прибыль и рабочие места. Совсем недавно я вам также рассказывал о сокращениях на заводах этих немецких автоконцернов.
Поэтому в этом 2026 году мы с вами продолжим наблюдать в Германии и в Европе эту торговую войну и, соответственно, рыночную перестройку, где немецкие бренды вынуждены будут срочно пересматривать свою стратегию, искать новые рынки, то, чем они сейчас занимаются, и, не побоюсь этого слова, сражаться за каждую продажу на фоне растущих тарифов, ну и, конечно же, агрессивного роста китайского автопрома. Следующая новость связана с обсуждением вопросов обороны и комплектования армии. В Германии резко выросло количество людей, которые официально отказываются от службы в армии. И это даже несмотря на усилия правительства канцлера Фридриха Мерца увеличить численность войск. В 2025 году почти 3900 человек подали заявление об отказе от службы с оружием. А это на 72% больше, чем годом ранее. Этот рост особенно ощутим в декабре, когда депутаты Бундестага приняли новый закон о службе и обсуждали планы увеличения армии. Только в этом месяце было подано 371 заявление, почти вдвое больше, чем обычно за весь месяц. Для сравнения, еще в 2011 году до роста разговоров о возвращении службы таких отказов было, внимание, всего лишь около 200. С тех пор число отказов постепенно росло, но в 2025 году этот рост стал резким и, как мы видим, беспрецедентным. Ситуация выглядит противоречивой, то есть с одной стороны правительство Мерца заявляет о планах увеличить численность армии и резервов, реагируя на изменения в сфере безопасности в Европе. С другой стороны, все больше молодых людей просто-напросто не готовы принимать оружие или служить по тем условиям, которые предлагает армия, даже если служба формально сейчас добровольна. Такое количество отказов может осложнить планы по расширению армии и отражает более широкие общественные настроения. Украшением такой ситуации, кстати, становится то, что именно сейчас молодые люди получают повестки и новые так званые опросники от Бундестага. И вот многие из них отвечают на них отказом. Это реальный сигнал, который мы с вами сегодня получаем о разрыве между амбициозными планами правительства Фридриха Мерца и реальным настроением людей. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии и Европе усиливается дискуссия о будущем экономической политике. Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клинбаль призывают к экономическому патриотизму, то есть, простыми словами, к защите собственной промышленности и рабочих мест. По его словам, нынешняя политика слишком мягкая. Он заявляет, что сегодня немецкие компании теряют позиции на мировом рынке, а Европа уступает Китаю и Соединенным Штатам Америки. Эти идеи поддерживает и Фридрих Мерц, лидер партии ХДС, который все чаще начал говорить о необходимости жесткой защиты немецких компаний и стимулирования промышленности внутри страны. Он отметил, что без активных мер Европа может столкнуться с ослаблением технологических позиций и давлением на рынок труда. С другой стороны, сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напоминает о необходимости соблюдения правил Европейского Союза и международной торговли. Она предупреждает, что чрезмерный протекционизм может вызвать ответные меры со стороны Китая и Соединенных Штатов Америки, что в свою очередь ударит по экспорту немецких компаний. Наглядный пример. Китайские электромобили на европейском рынке, вы знаете, стоят дешевле немецких, и часть покупателей, соответственно, выбирает именно их. Если Германия и Европа не ответят, ключевые отрасли, такие как автопром, машиностроение и металлургия, окажутся под давлением, а конкуренты, соответственно, укрепят свои позиции. Ларс Клинбаль, Фридрих Мерц и их союзники предлагают жесткие меры, то есть пошлины на иностранные товары, приоритет европейских производителей при госзакупках и совместные предприятия для зарубежных компаний. По их мнению, только так можно защитить рабочие места и промышленную мощь Германии. Однако различия очевидны, поскольку протекционистские меры несут определенные риски, цены для потребителей вырастут, отношения с партнерами также ухудшатся, то даже и сейчас немецкие автопроизводители, как мы видим, ощущают на себе последствия тарифов Соединенных Штатов Америки и давления китайского рынка. Поэтому возникает вопрос, какие решения могли бы быть наиболее эффективными в ситуации, когда Европа находится перед стратегическим выбором, вы бы жестко защищали свои интересы или постепенно теряли позиции. То есть сейчас этот вопрос определяет, сможет ли Германия сохранить промышленную мощь, рабочие места и технологическое лидерство или уступит конкурентам. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь видео. Спасибо за просмотр.